Как вы помните, 19 мая мы опубликовали свое большое расследование, в котором рассказали, как режим Лукашенко помогает военному преступнику Путину в войне в Украине. В своем расследовании о производстве белорусскими предприятиями прицелов для танков и бронетехники России мы рассказали схемы поставок деталей, назвали поставщиков, основных производителей, предоставили доказательства, но что немаловажно, произвели оценку и показали масштабы этого производства. Однако в своем фильме мы не рассказали о двух вещах, которые играют очень важную роль. Первое. В фильме мы всего лишь зацепили несколько белорусских предприятий, показали только одну схему, но не рассказали о масштабах вовлечения Беларуси, благодаря Лукашенко, в производство прицелов. Второе. Мы не рассказали о том, какие же предприятия и государственные структуры России являются получателями продукции пеленга. В сегодняшнем видео мы ставим жирную точку в работе данной информации, которой мы абсолютно доказали преступление режима Лукашенко и его соучастие в войне. В нашем расследовании, как вы помните, мы назвали такие предприятия, как Пеленг, ММЗ, Лабораторию аддитивных технологий, Русервомотор, Гидромания, Гросфер Групп. Также мы показали на схеме сборки прицела командира панорамного еще 7 компаний. На самом деле Белпол располагает документальными доказательствами на список из 33 белорусских компаний и учреждений, производящих прицелы. Если внимательно посмотреть на список этих компаний, мы увидим, что режим Лукашенко использует весь имеющийся в его распоряжении ресурс. Используя навыки своих предшественников по диктаторскому пулу, к производству деталей к прицелам привлекаются и заключенные лукашистских концлагерей. Да-да, вы не ослышались. Именно поэтому в нашем списке числится исправительная колония номер 9, где заключенные производят заготовки деталей к танковым прицелам Сосна-У. Во многочисленных интервью, которые мы давали перед выходом фильма и сразу после, мы постоянно говорили, что практически все предприятия в Беларуси используются режимом Лукашенко для производства военного оборудования в интересах армии Путина. Сейчас в определенной части демократического сообщества идут дебаты о том, чтобы снять санкции с белорусских предприятий. Они якобы заставляют страдать простых белорусов, а режиму нет никакого дела до этих санкций. Так вот, давайте обратимся опять к списку и возьмем из него первые 7 компаний. Это Пеленг, ММЗ имени Вавилова, Рогачевский завод Диапроектор, Жлобинский завод Свет, Лемт, Зенит Белома, Цейс Белома. Для чего и кому предназначена их продукция? С начала войны прошло не 2 месяца и даже не год. И каждый мог сделать для себя абсолютно осознанный выбор. И мы исходим из того, что каждый этот выбор, увы, сделал. То, что производится на вышеуказанных предприятиях, предназначено для того, чтобы жертв в соседней Украине было как можно больше. И все во имя чего? Работники Пеленга ответили на этот вопрос, сделав свой моральный выбор в пользу зарплат от 4,5 до 9,5 тысяч белорусских рублей. И за это они должны быть наказаны санкциями. Как минимум санкциями. Потому что в цивилизованном обществе нет места для заработка на крови и разрушений. Что касается остальных членов списка, так вот, юридические лица, роль которых выполняют директора предприятий, а иногда и заместители, не могут не знать, что поставляют детали компаниям, находящимся под санкциями как США, так и Европейского Союза. И что же мы слышим? Некоторые демократические движения предлагают 1 миллион виз для белорусов. Что ж, отличная идея. Только кто, а главное как, будет противостоять тому, что десятки или сотни таких людей, как герой нашего большого расследования гражданин Чивель, беспрепятственно поедут в Европейский Союз для заключения контрактов на приобретение станков, узлов и механизмов для производства прицелов для танков Путина, а только лишь танков. Упростят ли какие-то визы жизнь людям внутри Беларуси? Помогут ли убрать так ненавистный режим Лукашенко? Сомневаемся. По большому счету, такие как Чивель будут говорить вам спасибо. Например, за беспроблемный отдых на Тенерифе в Испании или на острове Родос в Греции. Особенно Чивель благодарит такие инициативы за его лечение во Франции. Лечение, надо сказать, не дешевое.
Но и зарабатывает Чивель на поставках оборудования к танкам очень хорошо. Думаем, что и работникам Пеленга, ММЗ, Белома, Лэмд идея с миллионом виз тоже придется по душе. А если еще и санкции снять, так вообще на руках носить будут. Так сказать, будет где потратить свои деньги, отдохнуть и подлечиться. Закупиться продуктами и посетить туристические мекки, пока глупые змагары выживают за рубежом и не могут вернуться на родину. А что же будут делать по возвращению с отдыха такие туристы? То есть ваша задача здесь вот в таком прицеле, по сути, навестись основной прицельной сеткой на цель, нажать на кнопочку замера дальности, ваша прицельная сетка корректируется, вы меняете положение в связи с новой сеткой, нажимаете и попадаете с первого выстрела. Прикольно, прикольно. Давайте покажем на примере Пеленга. И возьмем для этого статистику, которую собирал Белпол за 2023 год. Наверное, вряд ли кто-нибудь из простых зрителей, не связанных с военной службой, знает, что такое войсковая часть 93-603. Так вот, главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации. Оно является основным заказчиком и поставщиком автомобильной, броневой и танковой техники в войска России и напрямую взаимодействует с оборонной промышленностью. Данное учреждение является заказчиком, так сказать, входной точкой, формирующей заказ оборонки России. Через него в 2023 году предприятие Пеленг отремонтировала, модернизировала, либо поставила акционерному обществу Вологодский оптико-механический завод 515 как отдельных узлов, так и комплектов блоков к прицелу Сосна-У. Война продолжается, и в планах в 2024 году количественно поставки увеличатся в 2 раза. Для Уралвагонзавод, город Нижний Тагил, Пеленг поставил 48 комплектов прицелов, запасного имущества и принадлежностей для боевой машины поддержки танков БМПТ и БМП-2 и 189 комплектов прицелов для танков, упоминающихся в нашем прошлом расследовании. Например, прицел дублер телевизионный, прицел наводчика многоканальный телевизионный. Для акционерного общества Буревестник Пеленг поставил 83 оптико-электронных модуля и 8 систем обнаружения и прицеливания. Для общества с ограниченной ответственностью оружейные мастерские, город Москва, поставлено 497 блоков оптико-электронных. Для акционерного общества Саратовский агрегатный завод 6 комплектов аппаратуры комбинированного оптического прибора управления и блоки из ее состава. Круг коммерческих интересов Пеленга на этом не заканчивается. В клиентах у Пеленга есть и личная гвардия Путина. Компания поставила 10 комплектов блоков оптико-электронных для оружейных мастерских. При этом главным заказчиком выступила Росгвардия. Ну и, конечно же, хватило энергии у предприятия и для ФСБ. В интересах ФСБ России поставляются модули оптико-электронные. Есть у Пеленга и прямые связи с российскими предприятиями, например, с акционерным обществом Конструкторское бюро приборостроения, город Тула, одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности России. Конструкторское бюро разрабатывает противотанковые, артиллерийские и зенитные комплексы, танковое и стрелково-пушечное вооружение. Пеленг поставляет ему, либо производит техническую оценку, ремонт оптико-электронных датчиков. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Это список контрактов на поставку, обслуживание и ремонт прицелов к боевой технике русских. Вероятно, зритель подумает, что раз Пеленг не делает непосредственно боеприпасы или средства их доставки, и поэтому прямо не причастен к убийствам людей. Спешим вас огорчить. Пеленг является разработчиком и поставщиком системы захвата и сопровождения объекта для ударных беспилотных летательных аппаратов ЧК. Которые выпускает 558-й авиационно-ремонтный завод. Летом 2022 года рашистские войска терпели поражение. Видимо, поэтому 558-й авиационно-ремонтный завод в срочном порядке, уничтожив всякие признаки своей причастности к производству беспилотников, передал 24 БПЛА,
4 пункта управления и 4 пусковые установки русским. На ваших экранах секретное видео, которое добыл Белпол. Это испытание ударного авиационного комплекса «Чекан». Именно этот комплекс в соответствии с договором номер 20886 от 9 июня 2022 года был поставлен русским и использован в Украине. Все, о чем говорит Белпол, это документально подтвержденные факты. Мы знаем, о чем мы говорим. Мы уверены в том, что мы говорим. Мы не делаем выводов, которые основываются лишь на ощущениях. Запомните, полумеры не приведут к свободе. Невозможно победить, не рискуя или не жертвуя чем-то. Ничего не закончилось и не закончится, пока мы не победим. Живе Беларусь!